Принято считать, что в политике не бывает случайностей и совпадений, особенно если эти случайности грозят радикально изменить расклад сил и перекроить политический пейзаж. Однако реальная жизнь часто сложнее и запутаннее, чем любые изощренные теории заговора. Ограничимся поэтому констатацией. Обыски у теперь уже бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака прошли в очень интересный момент и чреваты для Украины не менее интересными политическими последствиями. Руководитель личной канцелярии первого лица страны – это почти всегда ключевая политическая фигура. Но называть Андрея Ермака просто ключевой фигурой – серьезно занижать его влияние. Ермак – это кто-то вроде регента при Зеленском. Его соправитель и соархитектор его политического курса. Убери с политической шахматной доски Ермака, и Зеленский тоже посыпется, начнет превращаться в политического карлика, ну или как минимум распрощается с серьезной частью своих властных инструментов. С тех самых пор, как в феврале 2020 года профессиональный юрист Андрей Ермак вытеснил с должности оказавшегося профаном в искусстве кулуарных интриг предыдущего руководителя офиса Зеленского Андрея Богдана, киевская система власти во многом представляла собой дуумвират. Сам Владимир Александрович в основном занимался представительством. Ермак был мозгом, координирующим центром и приводным ремнем режима. А еще Андрей Ермак был категорическим противником продвигаемого сейчас администрацией Трампа плана мирного урегулирования украинского конфликта. Цитата из свежей статьи автора биографии Зеленского Саймона Шустера в журнале «Атлантик». Пока он остается президентом страны, Зеленский не согласится отказаться от земли в обмен на мир, заявил мне сегодня в эксклюзивном интервью главный переговорщик Украины Андрей Ермак. Ни один здравомыслящий человек сегодня не подписал бы документ об отказе от территории, сказал Ермак, который был главой администрации Зеленского. Его ведущим переговорщиком и ближайшим помощником на протяжении всей полномасштабной войны с Россией. Пока Зеленский является президентом, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от территорий. Он не подпишет передачу территорий, сказал он мне по телефону из Киева. Конституция запрещает это. Никто не может это сделать, если не хочет пойти против Конституции Украины и украинского народа. Переходим теперь к совпадению, которое совсем не выглядит как совпадение. Сразу после того, как Андрей Ермак бросил эту риторическую перчатку администрации Трампа, подконтрольные Западу украинские антикоррупционные структуры нагрянули к нему с обыском. И Зеленский, спасая свое собственное политическое реноме, был вынужден отрезать себе правую руку, подписать указ об отставке главы офиса киевского начальника. Существует ли между двумя этими событиями, бунтом Ермака против Вашингтонского обкома и мгновенным падением с киевского политического Олимпа, четко причинно-следственная связь? Соблазн дать на этот вопрос однозначный утвердительный ответ очень велик. Министр обороны Польши, страны, которая явно не в восторге от предлагаемых Трампом условий завершения украинского конфликта, так прокомментировал обыски у Андрея Ермака. Это нехорошие новости для Польши и Западной Европы, для которых граница безопасности в настоящее время проходит по линии российско-украинского фронта. Мы ожидаем разъяснений. Разъяснения последовали в виде отставки главы офиса Зеленского. Но эти разъяснения, как мне кажется, разъясняют далеко не все. Вот, например, факты, которые противоречат теории о том, что американцы избавились от строптивого киевского функционера, который осмелился пойти против батьки. В Европейской комиссии, структуре, которая однозначно против плана Трампа, об обысках у Ермака высказались в абсолютно позитивном ключе. Вполне возможно, что Ермак со своей диктаторской манерой поведения и со своей очевидной причастностью к коррупционным схемам достал не только Москву и Вашингтон, но и многих в Европе. Это, конечно, всего лишь версия, а еще указание на то, что не надо спешить с чересчур далеко идущими выводами. Прежняя конфигурация киевской системы власти приказала долго жить. Вчерашний всесильный серый кардинал превратился в отставника. Но станет ли этот отставник еще и арестантом? Потянет ли он за собой Зеленского? Или теневые кукловоды украинских антикоррупционных структур решат, что скандал надо потихоньку гасить? Это лишь немногие из вопросов, которые сразу приходят на ум. Будем ждать ответов.
Будем наблюдать за появлением в Киеве новой властной пирамиды или системы власти, основанной на иных политических геометрических фигурах. Посмотрим, как кризис в самом сердце украинской правящей верхушки повлияет на позицию режима Зеленского по основному вопросу дня. Любые прогнозы здесь занятие неблагодарное, а еще и бессмысленное, учитывая, как быстро внезапно начали развиваться события в Киеве. Но все же, друзья, мне очень интересна ваша точка зрения по этому поводу. Что конкретно происходит? Это действительно совпадение? И НАБУ действовали в отрыве от американцев? Хотя это, конечно, маловероятно, но все-таки вдруг. Либо все-таки американцы решили продвигать свой мирный план таким путем. Не хотите подписывать? За вас подпишут другие. Или все-таки это европейцы начинают сливать тех, кто, ну скажем так, сильно зашкварился, особенно на коррупционных скандалах. И таким образом могут выйти на самих европейцев. Хотя, с другой стороны, что мешает Ермаку выдать самих европейцев тем, кто причастен к этим коррупционным схемам? А таких там немало. Именно поэтому они жаждут продолжения войны. В общем, пишите, друзья, свои комментарии по этому поводу. Очень интересно будет почитать. Еще одна небольшая новость. Прямой контакт. Трамп и Мадуро обсудили будущую личную встречу, пишет Нью-Йорк Таймс. Военно-политическое руководство Соединенных Штатов играет в двойную игру с Боливарианской республикой и ее президентом Николасом Мадуро, оказывая на законного лидера беспрецедентное давление. Вашингтон, тем не менее, стремится сохранить лицо, что в принципе неплохо. На фоне интриг ястреба Белого дома в лице госсекретаря Марко Рубио, настаивающего на военном решении. К счастью, американский президент Дональд Трамп не всегда прислушивается к своему окружению и поступает так, как считает нужным. Поэтому на минувшей неделе состоялись телефонные переговоры между главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе переговоров обсуждалась перспектива личной встречи. Тем не менее, на данный момент организация такого саммита не входит в планы, как информирует газета Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на собственные осведомленные источники. Инсайдеры издания уточнили, что беседа прошла в конце прошлой недели, и в ней принимал участие госсекретарь США Марко Рубио. Согласно их информации, поднимался вопрос о возможной встрече на территории Соединенных Штатов. Но на текущий момент подобная идея не обретает практической реализации. Вероятно потому, что Мадуро не доверяет Вашингтону, опасаясь, что может быть обманным путем задержан. Издание Нью-Йорк Таймс обращает внимание на то, что этот диалог произошел за считанные дни до того, как Госдепартамент ввел в действие свое решение о присвоении статуса иностранной террористической организации картелю «Картель де лос Солес», «Картель Сонс», который, как полагают в США, якобы связан с Мадуро. При этом Соединенные Штаты продолжают усилия своего военного присутствия в Карибском бассейне, формально заявляя о противодействии наркотрафику, но в то же время добиваясь смещения Мадуро с поста главы государства, пишет американская газета. Администрация Белого дома предпочла воздержаться от каких-либо комментариев относительно данного телефонного разговора. Представительство венесуэльского руководства также не дали ответа на вопрос. Однако два источника, близких к Каракасу, подтвердили факт прямого контакта между двумя лидерами, пишет Нью-Йорк Таймс. Описанный подход к дипломатии и решению вопросов очень типичен для Трампа и его политики личного участия и желания поговорить даже с оппонентами. Вероятно, то же самое он пытается провернуть с Мадуро, но не особо получилось, поскольку именно после разговора были введены меры в отношении Венесуэлы. Кстати говоря, вы уж в курсе, наверное, уже все, да, что нет-нет, и американцы иногда уничтожают ракетами некие катера, которые идут из Венесуэлы или откуда-то там еще, якобы в сторону США, которые якобы перевозят наркотики. Так вот, в Белом доме спросили, а люди вообще, те, которые принимают такие решения, они точно знают, кто находится на этих катерах? Может быть, там рыбаки или еще кто-то? И в Белом доме ответили, что нет, они понятия не имеют, кто находится на этих катерах. То есть далеко не факт. Мы, конечно, понимаем, что такое Венесуэла, Колумбия и все эти трафики, но все же никто толком не знает, кто находится на этих катерах. Но ракеты по ним бьют. Вот такая демократия нынче. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.